Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня каточка от подписчика Бонлайн. Ну что ж, посмотрим, что в этой каточке будет такого интересного. Интерес начинается с того, что уже один челик кивнул. Ну что ж, получается 7 игроков осталось. По легендаркам, здесь на самом деле есть крутые легендарки, здесь можно сыграть по старинке через ведьмаков плюс драконов, то есть это тут есть Свен, тут есть Спектра, и по сути, если все будет хорошо, то можно сделать себе 5 драконов, 4 ведьмака и сыграть через Свена плюс Спектру. Ну, естественно, Свен как керри. Это довольно-таки сильная комбинация на самом-то деле. Вдруг кто не знает, то когда Свен активирует свой ультимейт и Спектра в это время юзает свою способность, то все иллюзии Спектры, вот эти, которые он выпускает, они тоже будут надбавкой по урону. Ну, это вдруг так, кто не знает. Есть здесь еще и магическая основа. Тут есть Зевс, тут есть Джекира, но там сразу есть морские, поэтому вряд ли здесь на магах ты нормально, адекватно можешь поиграть. Ну, как говорится всегда, надежда умирает последней. Ага, взял урок войны. Интересно. А для чего? Через суммона хочется ротануть. Ну, на самом деле, я не знаю, что здесь будет конкретно происходить. Как я уже миллионный раз говорил о том, что я смотрю каточку в первый раз вместе с вами, чтобы вместе с вами пережить все эмоции от А до Я. И то, что ему приходит так хорошо со старта, это сильно. 2 орка-охотника, плюс рок войны у него есть. Он, знаете, он как в воду глядел и такой... Так, ну мне сейчас по-любому какой-то сумончик придет, это по-любому будет этот кабанчик в 2 звезды. Ну, сейчас я его, короче, сглазил, и этот кабанчик у него в 2 звезды вообще не придет в жизни. Ну, такое бывает. Ладно, короче, ребят, все усаживаемся поудобнее, всем приятного просмотра. Кто, соответственно, смотрит, приятного аппетита, кто, соответственно, кушает, и приятных снов, кто, соответственно, засыпает. Ладно, я не смог его сглазить, поэтому у него орк-охотник в 2 звезды со старта. Обалдеть! Вот это вот я понимаю старт, всегда бы так. Ай, хрень, короче, предметы. Давай скипать. Типа, магический плащ, который дает 50 магического сопротивления. Это крутая вещь, но... Решил мать насекомое взять, а почему так? А, не, ну на самом деле, смотрите, если бы ему упала сейчас маска берсерка... Я думаю, знаете, почему он это не сделал? Типа, почему он не рольнул предмет рандомный? Он это не сделал, потому что ему с рандомного предмета могла упасть маска берсерка, и он бы просто не знал бы, куда ее деть. Поэтому, очевидно, правильное решение, что он именно выбрал этот предмет. Плюс он получил какое-никакое, но уклонение. А уклонение это как бы хорошо. Это очень хорошо. Все-таки лучше, когда по тебе не попадут пару раз, и у тебя будет куча хп, чем по тебе попадут множество раз, и у тебя хп почти не будет, правильно? И ты с мумом будешь сидеть на перевес, который ты не можешь никуда засунуть. Ну, это уже такое. Ну, короче, я думаю, вы здесь прекрасно сами без меня знаете все, да? Да, все верно. Так, ну там тоже я вижу уже сильные столы. Вот там есть челик, у которого Омник плюс Тинкер в 2 звезды. По реликвиям здесь тоже круто. Тут и легендарки прикольные, и реликвии прикольные. Ну, посмотрим, как он будет их реализовывать и что конкретно в этой каточке будет. И, ребят, хочу напомнить, что мне нужна ваша поддержка, поэтому, если ты до сих пор еще не поставил свой лайк, обязательно поставь, и комментарий с 3 слов тоже поставь. Лайк, комментарий — это бесплатно, и подписочка на мой YouTube канал тоже бесплатно. Поэтому, если ты еще тоже не подписан, подписывайся, потому что цель у меня 5000 подписчиков. И напомню, у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео и в комментариях под видео. И мы плавно перешли к тому, что я хочу сказать по поводу этой рубрики. В комментариях под этим роликом есть закрепленное сообщение, в котором я подробно описал в своей записи телеграм-канала, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу игру. Поэтому, кому это интересно, переходим, соответственно, в комментарии, в закрепленное сообщение, переходим по ссылочке в мой телеграм-канал на конкретную запись, соблюдаем все условия, скидываем мне каточку, и я, соответственно, буду ее комментировать. Все, погнали, работаем. Но за лайк, коммент не забудь. Это бесплатно. Это бесплатно, а мне очень приятно будет. Фух. Хороший у него пока что старт. Тьфу-тьфу-тьфу. Этот весь старт может спокойно закончиться. И, кстати, был бы там противник с перчаткой первого тира, и там какая-то двузначная фигура, то, соответственно, этот кабанчик бы был с минимальным импактом. Но там не так уж и много людей. Вообще, перчатка первого тира — это такая имба. Мне она очень нравится, эта перчатка первого тира. А перчатка первого тира еще и работает сейчас отдельно друг от друга, так это вообще
Слушай, а у тебя все нормально? У него стол очень жесткий. Хочет КП плюс 300 рольнуть? Интересно. О, перчаточка. Перчаточка. Не, ну перчаточка это имба. Перчаточка это то, что доктор прописал. Самый вот интересный момент, то, что он сейчас не хочет поставить себе баф мехов. Хотя он может спокойно поставить баф мехов, лишиться вот эти вот надбавки 150 хп. Ладно, все, ребят, это миндальная связь, короче. Я только хотел сказать о том, что я бы на его месте сделал бы именно так. Я бы поставил баф мехов, потому что халявные роллы есть халявные роллы. Дареному коню в зубы не смотрят. Правильно? Правильно. Ну или, как говорится, еще, то бесплатный шир. Не, Саня, ты задолбал вот это вот заговариваться на месте, все такое. Бесплатный сыр в мышеловке. Это несложно. И, боже, ему Леон идет. Так у него сейчас можно поставить... А, не можно поставить. Только же подумал о том, что он может поставить себе флоу гоблинов. А я знаете, в чем прикол? Если бы у него был снайпер, он мог бы поставить снайпера. И пандочка, может быть... Ну, это, конечно, я, знаете, там уже губу раскатал, но пандочка, может быть, принесла бы ему вертолетика. А принесла бы вертолетика, поставил бы он третьего волшебника, и у него были ранние механизмы полные. Вот как-то так, как-то так. Интересно, он взял сейчас двух волшебников, и что он будет с ними делать? Вот такой вот вопросик у меня есть, интересненький. Кстати, кто вдруг не знает, то кабанчик первого уровня бьет дальним уроном, но физическим уроном он бьет с дальнего боя. А кабанчик второго уровня, он бьет магическим уроном с дальнего боя. Кабанчик третьего уровня, он бьет чистым уроном, но ближнего боя, плюс дает агр в радиусе одной клетки. Насколько он его дает, не знаю. Вот серьезно. Вот что, вот не знаю, насколько дает. Если кто-то знает, то напишите, соответственно, в комментариях. Угу. Панду... Не, пандочку оставил. Чисто он сделал, знаете, такую махинацию. Поставил на стол, убрал со стола, поставил на стол, убрал со стола. Чисто из-за того, чтобы эта пандочка хоть что-то ему принесла. Кроме боли и разочарования. Потому что пандочка это такое. Пандочка это любитель зачастую поднасрать немножечко. Вместо того, чтобы какую-то нормальную фигуру принести. Кстати, чел уже омника нашел обалденного. Посмотри, какая внешка у омника. Омник там похож на пьяную бубылду какую-то с рогами. На самом деле, внешне... Я говорю, он только что вот эту вот махинацию проделал, туда-сюда поставил панду. Ему панда такая, держи, держи и больше не проси. Интересно, сделает он баф full пан сейчас? Или же... Или оставят халявные роллы? Вот это вот сложный момент, когда ты не знаешь, оставить себе халявные роллы, либо же все-таки поставить две панды. Но он выбрал себе халявные роллы. В принципе, это хорошая тема. Почему нет? Халявные роллы — это всегда приятно. Халявные роллы — это то, что доктор прописал. Бесплатно, паролиться. Вообще кайфули. Так, что там по реликвии? О, еще, кстати, Клокер пришел. Отлично, баф можно гоблинов поставить. Баф гоблинов — это приятно. О, награда за гоблинов, имба. Выходит сейчас в 60 монет плюс, юзает награду за гоблинов, имеет кучу бабла. И все, и жизнь удалась. Халявные роллы не тратит, скорее всего будет тратить их на хай уровне. Тоже хорошая тема. А почему Клокверка не ставишь? Миндальная связь Клокверка поставь. А Клокверка не ставят, интересно. Ладно. Ну просто он же получит баф мехов. Плюс у него, соответственно, будет баф гоблинов. Я что-то не знаю. Ну, давай, миндальная связь. Миндальная связь, активируйся. Миндальная связь.
Клокверка надо поставить. Ну давай. Давай, я знаю, что ты хочешь его поставить. Давай, вместо цветки. Ну давай. Ну давай. Что-то, короче, какая-то слабая у меня ментальная связь. Как-то она не хочет нормально работать в последнее время. Поставь Клокверка ради бафа гоблинов. Но! Ра! Ёп! Ладно. Так, вот заберет он у челика винстрик? Заберет! Давай сюда эту прикормку. А, не, наверное, не заберет. Или заберет. Или заберет. Забрал! А! Вкусняшка. Хорош. Вот это вот шикарно. Баф гоблинов поставь, ну! Давай, продай пивную панду, активируй награду за гоблина. Ну ладно. Хозяин барину так видит, но поставь вместо цветки. Ну, зачем ты продал Клокверка? Ха-ха. Но цвета ж она не будет настолько импактовая, когда она одна. Да, она прыгнет один раз, нанесет чистый урон, но ты получишь... Ну, ты с Клокверком получил бы баф гоблинов. А баф гоблинов — это броня, хп, реген. Что ты наделал, окаянный? Есть вопросики. Вопросики есть. У него противники очень слабые. Не, он тоже очень сильный, но противники у него очень слабые. Типа его противники, они какие-то вообще никакие. Фортунового слове получается. Не, старт у него хороший. Старт у него очень даже хороший. Самое забавное, что его противники, никто из них не нашел перчатку первого тира. Хотя против него бы найти перчатку первого тира было бы очень топово. Вингу взял, интересно, зачем? Так, а ты не хочешь, если что, продать сейчас какого-то волшебника, чтобы выйти в 80 монет плюс? А, так ты, скорее всего, проиграл. Ой-ой-ой, хорош. Ну и 80 монет плюс он вышел. Ладно, окей, тут убийцы его забрали, винстрик. Ничего страшного. Он сейчас обратно заберет свой винстрик у него. А может панду? Отлично. А вот сейчас миндальная связь работает. Еще и как работает. Делает вот такую вот расстановку. Сейчас посмотрим, насколько она будет эффективна. Но вот то, что он Клокверка не поставил, вот это вот, конечно, ну, печаль-беда. Я не понял, типа, вот этого вот моего. Ну ладно, я думаю, он в комментариях ответит, соответственно, почему он именно так сделал, почему он ставил именно цветку. Почему оставил цветку, а не поставил Клокверка ради бафа гоблина. Ладненько. Понятненько. Еще у него приятно то, что у него есть сейчас фулл волшебники. Только вот как их реализовать, пока что непонятно. Из-за того, что у него есть синергия пант, пока что вот непонятно, как реализовывать. Не, будет прикольно, если он будет играть здесь через Эмбера. Очень прикольно будет. Ну тоже, ему надо Эмбера тогда большого собрать. Святой Грааль, кстати, имбулька. Хотя не, уже не имбулька. Уже поздно. Уже поздно. Мехов маловато. Еще 11 кто это? Так, если это будет каточка с инсектоидами, я ее даже укладывать не буду. Не, ребят, каточку с инсектоидами, ну типа это прикольно, но я не очень люблю смотреть метовые темы.
Вообще не люблю мету. Вообще. Мета, ну такая плохая, что ну его в баню. Я думаю, вы все прекрасно и без меня это знаете. То, что он взял червячка инсектоида, можно догадаться, что здесь, скорее всего, будет инсектоида. Но сразу говорю, каточку с инсектоидами не кидайте мне. Не надо. На будущее. Я не люблю смотреть метовые сборки, особенно когда это инсектоиды. От инсектоидов просто блевать хочется. Как бы, ну, без обид звучать будет, но просто блевать хочется. Самая тупая сборка, которую можно только придумать, это инсектоиды. 2 IQ надо, чтобы на ней играть. 2 IQ даже как-то много. 0,5. Покажи, что там твои противники собирают. Очень интересно посмотреть, что там твои противники собирают. О, цветочка. Давай, ставь цветочку вместо панд уже. Все, панда ничего не приносит. Давай цветочку. Кстати, он мог бы и гоблинов поставить в одном моменте. У него куча халявных роллов. Я так понимаю, он либо на 8 уровне будет вот эти вот все халявные роллы юзать, либо же он будет на 9, либо же 10 халявные роллы все юзать. Угу. Поставил баф цветок, приятненько. Ага, понял, сердце инсектоидов запихнул туда. Окей. Ну, в принципе, можно. Можно со старта юзать так. Я бы даже сказал, нужно со старта юзать так. Какое-никакое, но это небольшое усиление, плюс у него есть дубликаты, и с этих дубликатов, соответственно, будет перерождаться какой-либо инсектоид. Поэтому, в принципе, со старта так делать можно, даже нужно. Так, там собралось 9 воинов, охотники, антимаг неимбовый. Интересненько. Добрый вечер, антимаг неимбовый, как ваши дела? Самый желанный персонаж. Вот, кстати, сейчас Джаггер сдох. Появился вместо него Скорпиончик. И вот змейка тоже появилась. Не, на самом деле, типа, играть вот, когда тебе так 2 сердца инсектоида пришло, то можно спокойно, типа, обузить тему. Спокойно, без угрызения совести, только в конце, не играя на инсектоидах. В начале можно, но в конце... В конце максимальное осуждение вас ждет. На небесах. Я даже не буду ничего такого делать. А вот я знаю, кто будет. Я думаю, вы тоже знаете, кто будет. Пивную панду купил просто так, если что, чтобы просто выйти в 80 монет. Не, ну, кстати, мать насекомые лучше оставить все-таки в орке-охотнике, потому что как-никак может появиться орк-охотник, а так как у него... Уровень. Хорошо, успел. А так как у него есть орк-охотник 2 звезды, то будет отталкиваться перерождение вот этого орка-охотника в 2 звезды. А, ну там все равно небольшой будет. Ой-ой-ой, 2 бруды зарол. А, еще и Манки Кинг. Вы прикиньте, какой соблазн. Обалдеть. У него сейчас есть флоу инсектоиды, но бруду он не покупает. За это максимальное уважение, почтение данному человеку. 2 бруды за ролл, плюс Манки Кинг. Это просто идеально. У него еще есть 2 сердца инсектоида, ребят. Давайте так. Уважение и почтение за вот такой вот мув. Ему просто на блюдечке сейчас бог рандома принес инсектоидов, и он такой, не буду. Нет. Я играю на инсектоидах только со старта. Я не примкну к темной стороне. Вы меня даже не заставите это сделать. Какие бы обещания вы мне не давали, я не примкну к этой темной стороне. Хотя мог спокойно. Мог спокойно уже поставить 4 инсектоида. Блин, как же у него все хорошо. У него по хп все отлично. У него по деньгам все отлично. У него 92 хп, 9 уровень на 20 раунде. Алло. Все в порядке? Я бы яйца на самом деле взял.
Взял бы яйца. Ага, на 9 он будет ролить. Окей. Не... Хорош. Тролля пятерку просто на 21 раунде достал на 9 уровне. Понял, принял. Сразу вспоминаю себя, где я тоже пытался тролля пятерочку найти раннего, но только единственное, что я смог найти, это боль и разочарование. Ну, ничего страшного. Кстати, мать насекомая можешь отдать, если что, этого тролля. И, возможно, будет появляться тролль пятерочка. А будет появляться тролль пятерочка, это будет хорошо. Интересно, будет ли он дальше уровень? Он просто может самый быстрый 10 уровень взять здесь. У него будет 10 уровень и будет кайфовать. Так, это воины фуловые, через 2 антимагов. Интересненько. Кстати, Тинкер появился в 2 звезды. Прикольчик. Ну, сейчас... А, не, антимаг сдох. Я-то думал, сейчас антимаг не имбовый покажет ему, где раки зимуют. Ага, уровень идет, хорошо. Да давай 10 бери, у тебя куча халявных роллов, ты можешь спокойно сейчас 10 взять. Сейчас на следующем раунде он получит еще кучу бабла. С этих кучи бабла он себе сделает себе почти 10. У него будет избыток, и с помощью этого избытка он себе тупо возьмет 10. О, кстати, мать насекомая перекинула сейчас в тролля, это хорошо. Ворк охотника закинул, окей. У него хорошая игра, очень хорошая игра. Только надо смотреть за его противниками, что они там собирают. Потому что вот челик, у которого вот этот Окев, у него 7 винстрик. А он, по-моему, играет на охотниках. Если он там нашел мантию короля, то будет больно. Будет капец как больно. Все делает красиво пока что. Неразмеренно, потихонечку. Не спеша. Красиво, красиво. Игра, конечно, ему таких дерьмовых персонажей подкидывает. Прям как у меня. Давай, ты уже бери 10. Не-не-не, 10 бери. У тебя все равно сейчас инкама не будет. Давай, 1, 2, 3. Поднимаемся в уровне. 1, 2, 3. Ну, наград за гоблинов у тебя уже... О, ментальная связь работает. Итак, 67 голды. Поехали. Я знаю, что это будет. Это будут халявные роллы. Это будут халявные роллы. Еще и Клокер пришел. Бери и ставь себе уже фуловых мехов. Блайн, очень долго, быстрее уже халявные роллы можешь делать. Да! Балда! Так, это чувак с винстриком, но, по-моему, он его не тащит. Хотя... Ничего себе там тролль накидал топоров. А он уже мог поставить себе фулл мехов и получить кайфулики. Ну, кайфулики не успел получить. Ну и ладно. Ну и ничего страшного. Сейчас на следующем раунде надо это сделать, надеюсь. Все, давай, орках охотников продавай. Все, прекрасно, жизнь удалась. Но я бы полных гоблинов поставил. Вот, знаете, для уверенности я бы поставил полных гоблинов. Ух, спектра, Манки Кинг. Сильно. Угу. Я аж губу прикусил. Так, а тут, кстати, фуловый гоблин. Тут он не сможет затащить, к сожалению. По крайней мере, он не должен это затащить. Нет, не затащит. Но ничего страшного. Следующий раунд, у него раунд с мобами. Кстати, у предыдущего чувака он винстрик сбил. Гоблинов не хочешь попробовать поставить? Не. Ну ладно.
Надо бы хотя бы сделать двухзвездочных резаков, клокверков. Хотя в самом деле... Нет, надо все равно сделать, потому что они будут много живучие. Это будет стенка. Просто интересно, какой у него конечный результат будет. Какие легендарные фигуры он будет делать. По идее, по легендарным фигурам здесь есть Свен, есть Тролль, есть Спектра. Поэтому здесь можно спокойно себе сделать демонов. Демонов через керри Свена будет очень сильно. Тролль пятерка это такое, но можно его тоже поставить, в принципе, под ведьмачками. Так, талисманчик хорошо. Хороший предмет. Не лучший, но хороший. Фляпный ролл. Тутуру. Ну давай. Кстати, кунка классно. А чешуеть! Вот это ему поприходило. Теперь ему надо выбор. Кого он будет делать? Магический билд здесь, как по мне, хрень полнейшая. Поэтому надо спектру брать и надо вертолетика брать. Надо было орка охотника. Ладно, короче. Яйца? Отлично. Тема с яйцами хорошая тема. Да не, спектра говно, лучше уж туда не бери. Поставь лондруида. Не хочешь? Странное решение. А что ты лондруид? О. Вместо орка-охотника ставь. Надо быстрее все делать, у тебя же время, у тебя еще и куча предметов. Надо предметы менять. Очень долго. О, зеркало, отлично. Бери зеркало, закидывай в тролля. И там щит 5-го тира у чувака. Обалдеть. Это человек, который играет на воинах, у него щит. Или подожди. А, это Бухорг. Ну, короче, у него щит 5-го тира. Жестко. надо предметы ролить. Хочешь, не хочешь, но предметы надо уже ролить. Продавать надо лишние фигуры и ролить предметы. Угу. А толку? У тебя ж нету ведьмаков. Что-то какая-то дичь происходит. Ну, сейчас может найти. Надо ведьмаков только поставить. Вместо вертолетика. Хорош. Хотя я бы 2 зевсов продал на самом деле. Здесь надо ему чистый урон. Там есть типы очень-очень плотные. Вот бог-ор, который через крутилку, он плотный. И там не только он, там есть еще и воины, которые плотные. Ему надо поставить ведьмаков, поставить демона, поставить Свена и просто взорвать типов. Да что ж такое, горло, успокойся, пожалуйста. Очень много денег, очень долго думаешь. Надо быстрее, 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 быстрее. Время. Давай, поехали. Очень много времени теряется. Орк-охотник, это... Орк-жрец, это классная тема, вместо этого поставь. Антимаг. Лешего продай, поставь антимага. Либо же Зевса продай, поставь антимага. Хорош. Очень долго думаешь. Да. Только хотел за него сказать. Угу. Чел там тоже нашел себе Свена. Хорошо. Орк-жрец присумонил, если что, Свена в 2 звезды. Хорош. Нет, талисман не роль. Талисман 2-го тира, если там вдруг тоже будет Свен, либо что-то типа того, то талисман 2-го тира, он же говорил 50% чистого урона, который нанесется тебе. Это жестко.
and the garment. Take the feather as the blade and the garment. Все, тут будут демоны. Тут будут демоны. Так вот, демоны через кого, пока непонятно. Я думаю, в конечном итоге будет он демонов через Свена делать. Свен все-таки имба. Особенно если будет огромный Свен. О, там Свен в 2 звезды уже. Ему щит 5-го тира надо. Без щита 5-го тира его просто разорвут. Сейчас 30-й раунд, на 30-м раунде, я думаю, он найдет же Свена с халявного ролла. Хотя, знаете, по закону подлости, единственное, что может он найти, это более разочарование. Вместо Зевса. Да в баню продай этого Зевса. Ну, либо так. Просто он уже... Ну, Свен, короче, я бы Зевса продал. Очень много денег, которые не ролятся, но он сейчас будет на следующем раунде смотреть, что к чему. У него золотой ролл придет. На золотом ролле он, соответственно, может и выкатить что-нибудь интересненькое. Ну, то, что там есть вот этот вот демон огромный. У него 10-й уровень. О, там еще и гоблин огромный. А Свен там ничего себе заряженный. У него там драконий рог. У него там, короче, все как надо у этого Свена. Это очень грустно. Очень грустно, потому что это будет очень больно. Жалко, рог войны не работает на волшебное зеркало. Было бы прикольно, как по мне. Так, яичко сюда. Блин, прикольная внешка кунки. Я тоже себе хочу такую. Свен! Хорош! Все. Сейчас будет контент. Так, мехов он уже распродает, потому что он не верит в то, что он сможет хоть что-либо с ними сделать. Угу. Угу. Правильная расстановка предметов, точнее распределение предметов. Все красиво, все замечательно. Внешка Свена тоже прикольная такая. На тыкву похож. Антимага, антимага, антимага. Да, только хотел сказать, Тайдуха лучше, наверное, поставить. Надо предмет 3-го тира искать, либо же предмет 5-го тира, щит 5-го тира. Только надо посмотреть, что там есть по этому. Скажите, я вам скажу. По реликвии. Может, там реликвия какая-то хорошая. Так, ну, гоблина мы не опасаемся, хотя на самом деле там может спокойно схавать. А, не. Гоблина мы не опасаемся. Вообще. У него куча денег, ему надо ролить. Ролить, ролить и еще раз ролить. А чё по реликвии? Давай глянем. Может, там мастерская бума есть. Так, мясы — это полезная тема. Сумка пандамена. Хорош. На самом деле, переживаю за него так, как будто это я играю. Отлично, Тимак 2 звезды. Ему надо что-то жестче противопоставить Челу на Свене. В 2 звезды. Что-то жестче надо. Но у него есть... Ну, либо они будут друг друга сейчас ваншотать, либо же он найдет предмет 5-го тира и будет все хорошо. А без... О, это все такая дичь. Он сейчас 1 на 1 с ним останется. И они будут друг друга ваншотать. Просто момент в том, что это будет очень сложно. Очень сложно. Потому что... О, обезруш, отлично. Будет работать на Свенчика. На 5 секунд этого Свенчика он выключит и будет замечательно. Просто тяжело будет. Из-за того, что у того паренька есть драконий рог, там Свен инкастово кастует свою способность и душит. И просто душит уроном. Невменяемым уроном. Угу. Орка жреца продает. Ему надо горн поставить.
Горн, чтобы Свен вражеский немного бил этот Горн, вдруг чего. Можно, кстати, Тайдуху апать, тоже хорошая тема. Станчик всегда хорошо, всегда прикольно. Ой, обезоружь сработал, отлично. Но там у чувачков урон уже увеличен. У него еще и бессмертие. Вот это поплава, вот это я понимаю. Вот это вот трындец. Обезоружь надо оставлять, а остальные предметы роли тоже находить себе что-то хорошее. Прикиньте, у него Свен с драконьим рогом. Так мало ли того, что у него драконий рог, так у него еще и... Так у него еще и бессмертие. Это жестко. Антимаг идет хорошо. Может, антимага в 3 звезды соберет. Ему, кстати, ему надо антимага поставить сейчас под Свена. Чтобы он начал сразу у Свена ману сосать. Вот как у него. У него Свен стоит сейчас напротив антимага. Ему надо сделать точно так же. Поставь антимага сейчас под Свена, и Свен сразу не будет кастовать свою ульту. Надо Горн. Надо Горн ставить. Под Горном у него будут шансы. Очень такая плотная игра. Фу-фу-фу. Ребят, держим сейчас за него кулачки. Ему нужен драконий рог. Не роль пока, не роль. Не спеши, не спеши. Хотя можешь роль, предмет 5 тира. Ему нужен драконий рог. Ему нужен драконий рог, чтобы он этого Свена смог переиграть. Переиграть по урону. Там у чувачка бессмертие, это прям лютый тильт. Но ему нужно немного умнее поступить. Ему нужно антимага поставить сейчас под Свена. Антимаг сразу нанесет свою тычку, и, соответственно, минус мана будет. У Свена есть каст, анимация каста. И пока анимация каста там работает, антимаг, соответственно, может у него ману высосать. Драконий рог не упал. Ну, это, конечно, не то, что бы хотелось. Но есть МКБ, отлично. Со скоростью атаки проблем у него нет. Да, давай. Бессмертие. Щит! Просто царский подгон. Это реально царский подгон. Теперь самое главное, чтобы сейчас щит 5 тира отражал урон. Как надо. Давай, ну додумайся. Поставь антимага сейчас под вражеского Свена. Чел там даже не двигается. Просто поставь антимага под вражеского Свена и все. Серьезно, переживаю за него так, как будто это я играю. Как будто это моя каточка. Да ну... Бррр. Ну там жесткий Свен. Типа да. Бессмертие решает. Жестко решает. Спектратор звезд. Сюда. Самая. Точнее не так. Одна из самых бесполезных легендарных фигур на связи в 3 звезды. Я, ребят, сразу говорю, я ненавижу Спектру. Ненавижу, потому что разработчики эту Спектру убили. Убили напрочь. Почему? Потому что, ну, вы можете обратить свое внимание, что если будут вот эти вот ребята слишком близко находиться сейчас краем стола, и когда Спектра заюзает свою способность, половина ее способности улетит в никуда. Но из плюсов Спектра плотная и наносит двойной урон по одиночной цели. А еще давай тычку. Да. Щит 5 тира. Имба. Хорош. Вот это у них игра. Чисто кто кого переваншотает. Но вот то, что ты не ставишь себе антимага под его Свена, это, конечно, поплава. Ты бы... он уже все. Ну, там, короче, Свен улетел. Но суть в том, что он в действительности мог вражеского Свена в начале еще быстрее
понагибать немножко так. Не, спектру надо чуть назад. Она у тебя все-таки плотная. Сейчас просто антимаг присосется к этой спектре и будет больно. Хотя, подожди, там же Винга. Винга сейчас свапнет спектру, смотрите. Ну ладно. В любом случае, Тайд свапнулся. Nope. Вот эта игра. Чел Горн ставит там. Горн это хорошо. With the non-stop chop of stainless steel. Минута молчания. Какая классная каточка. Мне каточка понравилась. Очень классная каточка. Но в некоторых моментах очень долго думал. Очень долго. Катка обалденная, конечно. А Безоруж зарешал, кстати. И щит 5 тира тем более зарешал. Я думаю, если бы ему не упал щит 5 тира и не было Безоружа, он бы не смог такое замутить. Но давайте дадим ему должное. Он играл через золотые роллы, да. Ему так, ну, не пришел свенчик, ему пришел тролль. Но там челик себе спокойно взял 10-й, нашел себе свена в 2 звезды и кайфовал от игры. Да. 9 нежити там еще есть. Ну, короче, каточка на самом деле очень интересная получилась, необычная. Я сначала думал, что он будет вообще через инсектоидов играть. А потом он взял, перестроился в золотых мехов. На золотых мехах он себе сделал красиво, понаходил себе то, что надо. Ну, единственное, что он немножко протупил, то, что в действительности он медленно делает все вещи. Но играть на телефоне, на планшете, то это нормально. То есть такая вот скорость, это нормально. Я лично сужу, потому что я играю через компьютер. И через компьютер намного быстрее все делается, нежели через телефон, либо же через планшет. А через телефон, планшет это таки есть. У тебя скорость намного медленнее, нежели вот у других, кто играет через комп. Кстати, инкам, посмотрите, какой у него. 488 монет против 377. Красиво. На 111 монет опережает. Прикольно. Ну, короче, мне каточка очень зашла. Некоторые моменты я, конечно, подметил. Ну, куда же без этого, правильно? Если так скажем, посудить, то со стороны смотреть и комментировать намного легче, чем находиться в самой игре и делать какие-то действия. Все совершают ошибки, все тупят, потому что паника, мысли, короче, много чего. Я думаю, вы прекрасно без меня это знаете, правильно? Правильно. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забудьте поддержать меня комментарием от 3 слов. И кто не подписан, меня обязательно подписаться, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дорует до миллиона недалеко. Также у моего канала есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!